Вы уже это все как бы перепробовали. Все это использовали. And that is true with any activity for the first time. И это вот та правда, которая происходит с любым действием в первый раз. Many times we force our children to be growing up before they're ready. Общество вынуждает наших детей быть физически вовлеченными в то, с чем они не могут справиться в этом возрасте. Okay, we talked yesterday about making a child grow up too fast. Мы вчера говорили о том, что позволяет ребенку слишком быстро расти. And that we need to teach them to enjoy each year for the age they are. Мы должны учить их наслаждаться каждым годом, каждым своим возрастом. Do they have roller coasters here? What? Roller coasters. А есть ли здесь эти горки, американские горки? They have them in the Ukraine? Есть. Потому что кажется, что в каждом возрасте надо переходить в другой возраст, чтобы что-то новое получить. Надо насладиться трудно. How many have been on one? Как много раз вы были на вот таких вот горках? Мы это посмотрели. Just watching. Just watching. Как другие катаются. Oh, they take your stomach. Это позволяет вашему желудку. The worst ride I can take is a merry-go-round. Это была самая ужасная дорога, когда была такая петля, вы знаете, на американских горках. I don't know why. Я не знаю почему. I can do a roller coaster, Я мог вот свободно по американским but I горкам. cannot do a merry-go-round. Но я никогда не пробовала вот эту петлю делать. We go over the top and my stomach just drops out. И когда мы дошли до вершины, мой желудок он просто ушел куда-то туда плит. Okay, I don't think I can ever get used to that. Я не думаю, что я еще когда-нибудь попробую. But I guess if I did it enough times, I would probably get used to it, become desensitized. Он говорит, ну если бы я вот так вот часто использовал, катался на этих горках, то это бы тоже вошло вот в ослабление, да, в привычку, и было бы ослабление привычки. How do we teach our children Как мы должны учить наших детей, to understand what's going on чтобы понимать, что происходит after puberty? после When their body starts changing and когда их переходный возраст, когда их тело начинает меняться. Общаться. Communication. tell them what's going to happen. Объяснить им, что происходит. Okay, explain to them the thrill, Объяснить им the excitement of holding hands for the first time. Объяснить им, почему вот они будут такое восторг у них вызывать, то, что они будут прогибаться до чьей-то руки. Okay, tell them how far they can go without sinning. Объяснить им, куда они могут зайти, не сделав грех. Okay, so we learn to do. We set the example. Мы должны им подать пример. Okay, and we then teach them what to expect before they get hurt. И мы должны им объяснить, что ожидать до того, как им станет больно, им сделать больно. I believe Я верю. that a papa and a mama needs to talk to their children Я верю, что папа и мама должны, им нужно разговаривать со своими детьми about sex. о сексе. Okay, who knows a boy better than a man? А кто знает парня или своего сына лучше, чем мужчина? And who knows a girl better than mama? И кто знает девочку лучше, чем ее мама? Okay, I was raised to believe that all girls were sweet and kind and gentle.
Меня воспитали так, что я думала, что все девушки такие милые, добрые. Was I surprised? Как я был удивлен. Okay, and so Mama needs to talk to the son И мама также должна разговаривать со своим сыном and tell him about girls. и рассказывать ему о девушках. Okay, Papa needs to talk to the son too. И папа должен тоже говорить со своим сыном. Okay, and Maybe for girl, papa for girl. well, that too. But both Mama and Papa need to talk to the son. Да. Но я ему сказала, может быть, он должен разговаривать и с девочкой, отец с девочкой тоже. Он сказал, да, но они все должны, в общем, воспитывать ребенка. And that is true about talking to the girl. Да, и то же самое касается и девочки, и мальчика, и девочки. Okay, in other words, it is communication. Другими словами, это называется коммуникация, общение. Letting them know that there's good and bad boys and girls. Надо им рассказать обо всем, духовном, хорошем, о мальчиках и девочках. Okay, the next, any questions? Вопросы есть какие-то? Okay, so we need to communicate with our children Мы должны общаться со своими детьми. and tell them what's going to happen before it happens. И мы должны им объяснить, что произойдет до того, как это произошло. There was a little boy Был маленький мальчик, who got a billfold for his birthday. и он построил Billfold in your wallet, in your pocket, you carry it in your pocket. B-I-L. B-I-L-L. Fold, F-O-L-D. Should be one word. какой-то проект, в общем, есть сейчас проект какой-то. Построил какой-то проект, либо. Okay, and in it there was a card. И у него вот в бумажнике, это называется бумажником, в бумажнике была карточка. Okay, he's on the front porch with a named little girl that he plays with. И он дал эту карточку девочке, с которой он играл. And his dad's doing something outside. И его папа что-то там недалеко от нее делал. And he hollers to his daddy. И она отдала ее и своему отцу. What does S-E-X mean, sex? What does S-E-X mean? И она у него спросила, что это означает секс. And everybody stops to listen what daddy's going to say. И все остановились, чтобы послушать, что скажет отец. And he said, why do you ask, son? И она у него спросила, почему ты спрашиваешь? И он у него спросил, почему ты спрашиваешь? And the son said, well, on the card it says S-E-X. И потому что на этой карточке было написано S-A-X. And he said, just put an M, son. Он говорит, ну просто так. Да, это просто как бы буквы какие-то. The son did not need any more information. Ему все равно, знаете, не нужно было ничего больше знать. When you tell a child what he needs to know, Когда вы говорите своему ребенку, что ему нужно знать, you don't have to tell him or her everything at one time. Вы не должны ему рассказать все в один раз. Just what they need to know. Только то, что ему нужно знать. Okay, because different ages need to know different things. Потому что разному возрасту нужно знать разные вещи. But tell them before they get there. Но скажите ему до того, как он начнет с этим сталкиваться. Again, communication. И опять же, общение. Okay, any questions? Вопросы есть? Okay. What is the difference between infatuation and falling in love? Какая разница между влюбленностью и любовью? What do you say is the difference? Какая разница? Как вы это объясните? Maybe Влюбленность — это когда мужчина, например, тестостероны начинают играть,
женщина ее возраст, мама. Это, ну, ты не наблюдала. He talking about hormones in women, at women and В принципе, men. это биохимия. It's Как я biochemistry. понимаю. Okay, И там даже chemistry. пища It's just далеко. chemistry. And I think that it is like passion between two of us. Okay, it's not true love? Это не я говорю, может быть, это просто какая-то вот страсть, эмоция. Он говорит, это есть настоящая любовь? Нет, это биохимия. Да. Okay. They're good looking. Она хорошо выглядит, They look like what you want. They're popular. она популярна, или он популярный, там. Okay, but you don't know inside. Но вы не знаете, что там у нее внутри творится, что какая она внутри. Okay, and so sometimes we are drawn to someone and we are infatuated with them Но иногда мы на кого-то вот посмотрим и просто уже там восхищены. until we get to know them. Прежде чем мы узнали этого человека. Basically, infatuation is my ideas of what someone should be. Вот эта влюбленность, это больше то, что мы сами думаем об этом человеке, как мы его идеализируем. And I'm falling in love with that which is what I want. И я почувствовала любовь, получается, я почувствовала любовь к тому, чего я сам просто хочу. Okay, go to 1 Corinthians 7. 1 Коринфянам 7 глава. I have to find the passage. Сейчас он идет к хвосте. Oh, 1 Corinthians 7. I was in Romans. It doesn't read the same. There is a term Здесь определение. Look at verse 36. На 36 стих, посмотрите, пожалуйста. I'm just looking for a term with the uncomely, about the virgin. Read it. Прочитайте, он хочет, чтобы было о чистоте девственности, прочитали. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без различия. Okay, notice, Если же кто почитает неприличным для своей девицы, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, останавливалась так, что пусть делает как хочет, оставалась так, то пусть делает как хочет. Не just согреши, 36. пусть таковые выходят замуж. Okay, notice the term, the flower of her age. Здесь он хочет объяснить вот это вот сочетание рассвет ее лет. Как написано? Зрелый возраст, а тут написано в английской Библии flower of yours, это как рассвет ее, вот переводится. Okay, I just want to translate you the English translation. okay, It's the other sense. okay. Past the bloom or prime of youth. Как бы золотой век молодости, вот так вот это как бы расшифровывается. There is a period of time Это такой период времени, when you are at your best looking. когда вы вот находитесь в таком, вы лучше всего выглядите, Just like a flower. как вот цветок. Okay, what age would you think that would be? Как вы думаете, о каком возрасте можно так говорить? Maybe it is... У Бальзака от 45. Не придумал. Balzac's talking about 45. Это возраст выхода, ну это женитьбы. Я же говорю, Бальзак.
It is the age when you marry. Okay. It is a physical age. Это физический возраст. Have you ever watched a boy become a man in looks? Вы когда-нибудь замечали, как парень становится мужчиной на вид? Okay, usually that happens around 17, 18. Это обычно происходит 17-18 лет, Sometimes 16. иногда 16. They begin to look like a man rather than a boy. Он уже начинает становиться похожим на мужчину, не на парня. And there's an age limit of when girls begin to blossom. И есть также возраст, в котором девушки начинают становиться просто прекрасными. They're no longer the little girl. Они уже не маленькие девочки. And they become a woman. Они становятся женщинами. Okay? And when does that begin to fade? А когда это происходит? Maybe 16. No, it doesn't start fading at 16. It starts around that time. When does it stop? When do they start getting older? Looking like old people? Когда она останавливается молодеть и взрослеть, а она начинает уже стареть. 25, maybe. Yeah, probably they reach their peak in their 20s. Мне осталось 3 года. But they maintain it usually until about sometimes 35, 40. Я вас успокою. До 30. Okay. They will maintain their youth between 35 and 40. That's when they start changing. Вот именно такое конкретное изменение мы можем наблюдать где-то в 35-40 лет. And a lot depends upon how hard a life they have to live. Это все есть последствиями того и меняется из-за того, что у нее может быть сложная жизнь была, это все зависит от этого. If they have to do a lot of hard work and Если она очень тяжело работала, a lot of physical labor физически там напрягалась, and a lot of heat может быть, and in cold, да, может быть там менялась очень там погода, холодно, потом жарко, потом холодно, то есть это that will все affect their looks. это все отразится на ее лице, на ее виде. Okay, and it's usually during this blossom time that they get married. И также вот этот период захватывает то время, когда вы выходите замуж. That's when they're attracted to each other. Это тогда, когда вы привлекаете друг друга. Okay, and so even the Bible recognizes there's a period of time when you are the flower of the flower of youth. И Библия также говорит, видите, об этом возрасте, когда вы находитесь в расцвете сил, в расцвете молодости. Okay, and a lot of people fall in love with the looks rather than the personality. Большинство людей влюбляются в внешность, не в личность. Okay, look at 1 Corinthians 15:33. Посмотрите на 1 Коринфянам 15 главу 33 стих. Не обманывайтесь, святые сообщества расточают добрые нравы. Okay, so we need to train our children to not look at the looks, but to look at the person inside. Мы должны воспитывать наших детей, чтобы они смотрели не на внешность, а на внутреннего человека. Okay, most children want to run with the popular group. А большинство детей хотят вступить в какие-то популярные группы. Is that always wise? Всегда ли это мудро? No, because basically, unless the popular group are spiritually sound, Несмотря на то, что они как-то так взывают к духовности, эти популярные группы, you want to teach your children to run with people that have good morals.
вы должны приучать своего ребенка, чтобы он присматривался и общался с людьми, у которых есть хорошая мораль, хорошее воспитание. Okay, the issue is not popularity. И это, к сожалению, не так популярно. The issue is good morals. Это есть хорошее воспитание. And a lot of people say, well, I run with them so that I can convert them. Если я могу, некоторые люди говорят, что если я могу достичь этого человека, прийти как бы к уровню этого человека, значит я могу быть с ним наравне. But if they don't change, но они не изменяются, эти люди, они не могут их изменить потом, как бы этих плохих людей на хороших. who will be converted? И кто изменится быстрее? Быстрее испортятся нормальные. The normal, the moral people. Okay, and you will change to their standard rather than them changing to your standard. И вы больше изменитесь к их стандартам, чем они изменятся к вашим. I know the example of when one human is standing on the chair and one just on the floor, and it's easier to falling down rather than get up to him. Okay. Я знаю такой пример, что когда, допустим, один человек стоит на стуле или на столе, а один на полу, то легче тому, который на полу, столкнуть того, который стоит на столе. Okay, so you want to run around with people that are morally sound. И должны окружать себя людьми, которые воспитаны хорошо, у которых есть хорошая мораль. Okay, how do we develop the right love image in our children? А как мы можем построить правильное восприятие любви, правильное осознание любви у детей? How about example? Как насчет такого примера? We set the right example and teach them what to look for. Мы должны быть этим примером и учить их, как это должно выглядеть. People that are compassionate, Люди, которые слишком эмоциональны, control their tongue. Чтобы они контролировали свой язык. In other words, the fruits of the Spirit. То есть вот все учить этим всем плодам праведности. Also, hold up people that are good people. То есть, другими словами, мы должны научить их быть хорошими людьми. Talk about people they know that are good moral people. Говорить с ними о тех людях, которых они знают, которые являются хорошим примером. If all we do in the home Если мы это все будем делать дома, is talk negative about the other members of the church, тогда мы не будем говорить о негативных людях в общине. okay, what image will our children grow up with of the church? И с каким представлением должны расти наши дети от церкви? A bad image? А плохое представление. Okay, we need to give them something that they can look at and say, that is what you want. Мы должны им давать то, о чем они будут говорить. Вот это то, что вам нужно, то, что вы хотите. Okay, the TV. Телевизор. What kind of image does the TV give our children? Как влияет телевизор на наших детей? Okay, if we believe TV, Если мы верим, что телевизор, we will always remain young. если мы всегда будем верить в то, что есть в телевизоре, мы всегда будем молодые, как бы выбранными. All the products out there will keep us young. И все программы настроены на то, чтобы мы были такими молодыми, глупыми. And it's fun to smoke, И это прикольно курить, fun to drink. пить. Okay, if we don't give them a different image, Если мы не дадим им другое представление, they're going to be raised with that image. они будут расти вот на этих моралях.
So we need to make sure that they have a different image of what they want to be. И мы должны быть уверены, что у них другое представление, то, что написано, то, что дает нам телевизор. Let's go to 1 John 3. Давайте к 1 Иоанна обратимся. 3 главе. Okay, we've looked at this passage already. Мы уже смотрели это. But we're going to look at 1 John 3, 11 through 19. С 11 по 19 стих. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого, убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывают в том любовь. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. И вот, почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердце наше. Two images. Два образа. The image of the world Образ мира and the image of the church. и церкви. Okay, notice how he talks about the love of the brethren. Как он говорит здесь о любви к братьям? Брату. Okay, we are to lay our life down for our brethren. Мы должны положить свою жизнь за наших братьев. Okay, because God laid His life down. Потому что Он положил. Verse 16. Потому что Господь положил свою жизнь за нас. Okay. 16 стихе написано. My view of the church Мое видение церкви is what comes out of my mouth. это то, что исходит из моих уст. And that is what the children are going to hear and see. Это то, что должны видеть и слышать дети от меня. So from the cradle, from birth, С рождения I need to show them the right church, я должен the right people. показать им правильную церковь, правильных людей. Let me give you an example of what happens sometimes. Позвольте мне привести пример, что происходит иногда. You have your friends over, У вас есть друзья, and you're sitting around drinking tea, и вы сидите, пьете чай, and the children are over in the corner, и дети там где-то в углу, and you're talking about what you did when you were a young person. и вы разговариваете о том, что вы делали, когда были молодыми. How you did something against the law Что вы делаете по отношению к закону, and got away with it. как вы его нарушаете. And the way you tell it, it's funny. И когда вы рассказываете, это так весело. And so you start swapping stories about bad things you did when you were kids. И вы как бы восхищаетесь, и вас веселят те истории неправильные, которые вы делали, когда вы были молодыми детьми. And the little kids are sitting over there by the wall. И маленькие дети вот там вот в углу сидят возле стены. And they hear И everything. они вот все это слышат. Okay, in a few years they grow up. И через несколько лет, когда они вырастут, And they get caught. и они будут обрезаны, он говорит. Doing some bad things. Они будут готовы делать к тем делам плохим, о которых вы говорили. And you get mad at them. И вы
вы ему скажете, and you say, why did you do that? почему ты это делаешь? How come, where'd you get that idea? Кто тебе навязал эту идею? Кто тебе подал такой пример? Where did they get the idea? И где они взяли этот пример? From their parents. В том числе и у нас. И также и у From нас. their parents. Ой. Да, from their parents. Yeah. So we need to make sure what we talk about Мы должны быть, and send the right image. мы должны контролировать, что мы говорим, и создавать правильную мораль. Okay? Evil companionship corrupts good morals. И иногда также компании учат плохому. Okay? Go to Genesis 4, 1 through 7. Давайте обратимся к Бытию. This is Cain. Там говорится о Каине. 4 глава. Okay? And God is playing the grandfather here. И здесь Господь играет такого дедушку. Okay, look at verse 7. Посмотрите на 7 стих. Выступает в роли дедушки. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Okay? Cain's thinking was what got him in trouble. Каин думал, что у него есть проблема. And he did not follow God's command in the form of worship. И он не следовал заповедям Божьим в служении. And he said, don't you know, if you did right, you would be accepted? И ему говорили, ты не знаешь ли ты, что если ты будешь делать правильно, то ты не будешь исключением. But if you don't do right, you're going to sin. Но если ты не будешь делать правильных вещей, ты будешь грешить. Somehow Cain did not control his temper. Некоторые не могут контролировать свой характер. And these are boys that had slept together and played together. И вот это парни, ребята, которые спали вместе, играли вместе. And shared secrets together. Они рассказывали секреты друг другу. And yet Cain kills his brother. И потом Каин убил своего брата. Okay? We need to make sure that they have the right image of the church. Мы должны быть уверены, что у них создалось правильное впечатление о церкви. And control their temper, control their thoughts. И контролировать свой характер, контролировать свои мысли. Okay? Can we change our thoughts? Можем ли мы изменить наши мысли? Okay? Can we teach our children to stop being angry and to be at peace? Можем ли мы научить наших детей перестать быть плохими и злыми и стать миролюбивыми? Okay, so we are responsible Это наша ответственность. up to a certain age. Чтобы за несколько до какого-то до определенного времени. Okay, what age can we actually really influence our children? До какого возраста мы можем действительно влиять на наших детей? Всегда. 18. He said always. Always? But is there a time when the influence we have is what they allow us? Но будет такое время, когда мы можем влиять на них, когда они нас будут просить. When they're babies, Когда они дети, we have a great influence. у нас отличное влияние, у нас есть отличная возможность. Okay, and then about 11 or 12, Когда им 11 или 12, they start changing. они начинают меняться. And they start making our principles their principles, И они тогда делают наши принципы своими принципами. or going against our principles. Или повторяют наши принципы. Okay, depending on how well we trained them В зависимости от того, как мы их воспитали, when they were little. когда они были маленькими.
Okay, as I've already stated, А если они уже, у них это сформировалось, you learn more in the first 2 years of your life than any other 2 years. вы можете научить их большему за первые 2 года их жизни, чем потом следующие 2 года. You learn to walk, talk, Вы учите говорить, Eat. ходить, есть, potty, что там, ходить в туалет. what else do you learn at that age? Чему вы научите их в этом возрасте? The age of 11? At the baby age, 2 years, first 2 years. Ну, первые 2 года. Чему вы еще их научите? Okay, you learn to obey. Подчиняться. Okay, so we have a tender years of a child that we really have an influence. У нас будет какое-то определенное время, до определенного возраста у нас будет действительно очень хорошее влияние на детей. If we truly want to influence them and teach them. Если мы будем действительно хотеть влиять на них, изменять их. Not all parents teach their children. Не все дети, не все родители учат своих детей. They don't take the time to discipline. Они не уделяют достаточно времени дисциплине. We will talk about that later. Мы поговорим об этом позже. Okay. We are responsible for their image that they're going to marry. Мы ответственны также за их образ человека, за которым они будут хотеть выйти замуж. Okay, so we need to make sure they understand what's going to happen before it happens. Мы должны быть уверены в том, что они знают то, что с ними еще не случилось, что они готовы к тому, что с ними еще не случилось. Okay, let's go to the outline on discipline. Давайте быстренько пробежимся по дисциплине, пожалуйста. Не пробежимся, а перейдем к дисциплине. Okay, this is a subject that a lot of people disagree on. Это то слово, с которым много людей не согласны. Some people do not believe in spanking. Некоторые люди не верят в то, что нужно Yeah. Некоторые люди не верят в то, что можно бить детей. In fact, some people believe in letting the child have their way. И некоторые люди предпочитают думать, что до определенного возраста детям можно позволять делать то, что они хотят. I have heard that there are some societies that believe you shouldn't discipline a child until age 5. Yeah, я знаю, что есть общество, нация, по-моему, какая-то, которые считают и воспитывают своих детей так, что до 5 лет они могут делать то, что хотят. I think it is maybe China or Japan. I believe you're right. It's China or Japan. I'm Да, not sure. это или Китай, или Япония, где-то там. Okay, and yet, when does discipline start? И когда нам нужно начинать воспитывать детей, дисциплинировать? At the beginning. Okay, discipline starts before the baby is conceived. Он говорит before 20 years. Remember Napoleon Bonaparte? Yes, he Помните Наполеона Бонапарта, который сказал это? Okay. Is there a difference between discipline and punishment? Есть ли какая-то разница между дисциплиной и наказанием? Да. Okay. I believe that discipline is the training. Я верю, что дисциплина — это тренировки. And punishment is when they're sentenced to, like Cain was by the curse. И наказание — это
это то, что приходит из-за какой-то причины, когда что-то неправильно сделал ребенок. God tried to discipline Cain by warning him about his temper. Господь переходит к наказанию, когда он видит, что перед этим поступили неправильно, тогда он приходит к наказанию. But once he killed his brother, then he was disciplined. После того, как он Or chastened. He was chastened. Or, yeah. После того, как он убил своего брата, он был потом наказан. Или побит. Okay. Ну, наказан. Any comments or questions? Есть какие-либо вопросы? Why there? When there's no discipline in the house, in the home, what happens outside the home? Если нет никакой дисциплины в доме, как он себя будет вести вне дома, ребенок? Может быть. And he said, verse. Okay, rebellion. Он будет делать свою дисциплину вне дома. Сопротивляться будет. Будет искать лидерство вне дома. He will look for a leader. Of some kind, yes. Да, в каком-то, да. And he will have probably rebellion, divorce. И у него будет сопротивление, развод. Irresponsibility. Безответственность. Lack of respect for authority. Недостаток уважения к авторитету. Okay, look at Proverbs 22:15. Давайте откроем Притчи 22:15. Оставь юноше начальник пути. Это 22:6. 22:15, другой. Глупость, вот это, 22:15. Глупость привязывалась к сердцу юноши, но исправительная роза удалит ее от него. Okay, what is in the heart of a child? Что в сердце этого ребенка? Еще раз прочитайте, пожалуйста. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная роза удалит ее от него. Что привязалось к сердцу юноши? Okay, foolishness. Глупость. There has to be discipline. Он должен был быть дисциплинирован. Okay, go to 29:15. Proverbs 29:15. Давайте 29:15. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Okay, if we do not correct our children, если мы не будем поправлять наших детей, our children will bring shame to us. То наши дети будут настроены против нас. Это потом возвратится против нас, обратиться. Okay, now go down to Roman number 2. Откроем Римлянам 2 главу. Не, он говорит Римская 2, ну в этом пункте. Да, Римская. Okay, and look at all the passages on Proverbs. Посмотрите на все эти ссылки из притчи. We've already looked at 2 of them. Мы где-то 2 из них посмотрели. Somebody read chapter 13:24. Прочитайте кто-нибудь 13 главу, 24 стих. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Okay, if we don't discipline our child, we don't love him. Если мы не будем дисциплинировать наших детей, мы их не любим. Is it a lot of work to discipline a child? Много есть возможностей дисциплинировать, много способов дисциплинировать ребенка. You have to take time. У вас должно пройти время какое-то еще. Okay, and many times we get so busy, we haven't got time to discipline our child. Но иногда мы настолько заняты, что у нас не хватает времени, чтобы дисциплинировать нашего, воспитывать нашего сына.
ребенка. Okay, now go to, well, before we leave this, Прежде чем мы перестанем, покинем эту страницу, there's a harsh word here. есть такое слово здесь. If we spare the rod, we hate our son. Если мы жалеем розги, мы ненавидим нашего ребенка. But if we love him, Но если мы любим его, we discipline him how often? как часто, если мы его любим, как часто мы его дисциплинируем? Пока он не научится. Before he will start to understand. Okay. 5 minutes. Trying to work, doesn't keep turning off on you. I keep turning it off. Oh, okay. What did I ask? What What did I ask? How often do we need to discipline our child? Okay. This passage says many times. Здесь говорится, что очень часто. Okay, let's go to 19:18. Давайте 19:18 откроем. Chapter 19:18. 19 глава, 15 стих. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криками. There is a time to discipline our children. Вот время, когда мы должны дисциплинировать наших детей. And the younger, the easier. И чем меньше они, тем легче будет нам дисциплинировать. I have to laugh at McBee. What? I have to laugh at McBee. Matthew. Katya and Yuri's son. Окей. Я говорю о возрасте где-то Матвея, вот Катя и Юриного сына. If they tell him he can't do something, А если они ему скажут, что ему не нужно что-то делать, или он не может что-то делать, he was in the bedroom and they told him not to do something, и он может быть в ванной или в туалете, когда они ему это говорят. and he coming into the front room, И он убежит в комнату напротив, and he put his head down on a stool, и он опустит свою голову на стул, and he was crying, он будет плакать, and he stopped, он остановится, and he looked towards the bedroom, и он посмотрит опять на свою комнату, and then he started crying again. и он опять начнет плакать. He was trying to get his parents to do something he wanted to do. Потому что он будет пытаться делать так, чтобы родители сделали то, что он хочет. And I watched that many times in other children. И я также наблюдал за многими другими людьми, которые так же самое делают. Okay, and I have seen parents that if a child cries, they're right there and want to let him have his way. И я знаю родителей, которые запрещают так делать своим детям. Okay, but this passage Но вот здесь написано, says that there is a time to discipline while there is hope. Здесь написано, что будет время, когда нужно дисциплинировать наших детей. By the time they are 18, 19 years old, До того времени, когда исполнилось 18-19 лет, if you have not disciplined them yet, если вы еще их не воспитали, не дисциплинировали, have you lost your influence? потеряли ли вы свою возможность? Okay. About what age do you start losing influence if you've not created it? А в каком возрасте вы начинаете уже терять влияние над ними, если вы их еще не воспитали? 12, 13. Okay, I think probably at puberty. Где-то когда у них переходной возраст, да? Okay. And the influence you have И возможность, которая у вас есть, is when you created it when they were younger. Насколько младше вы можете их воспитать, настолько лучше. So it says, discipline your son while there is hope. То есть здесь говорится, что дисциплинируйте своих детей,
есть Пока надежда. есть Пока надежда. есть надежда. And don't let your soul despair because of the crying. Он читает это. Да, нехай Распечатку. плач, нехай не засмучує ваше серце. Ну, да. Да. Okay. I don't think any parent wants to hear their child cry. Я не думаю, что какой-то родитель хочет слушать плач своего ребенка. But some cryings are good. Но некоторые плач очень такой хороший. And as a parent, Да как родитель, I learned to отец, recognize a spoiled cry. я могу осознать, Розпізнати. опознать, да, вот, плач, And the pain cry. когда ему больно. Okay, and there are different kinds of cries that tell you what they need or want. Разные виды плача, когда они хотят что-либо или когда им больно, он говорит. My father would spank me И мой отец шлепал меня and let me cry for a while. и позволял мне плакать. And then he would say, И потом он говорил: okay, stop crying, ладно, перестань плакать. or I will give you more to cry about. У тебя еще будет возможность поплакать. And I would learn to, И он Або такой, я тобі дам ще причину поплакати. и потом он делал вот так вот. Запыхивался, да. okay. Let's go now to, we did 22:15. Oh, it's chapel time. Okay, we'll take it up. Do not feel all your soul of his crying. Okay, the English versions change the last part. В английском варианте изменена немного другая последняя часть. And that's the, do not set your heart on his destruction. Здесь написано не возноси свое сердце к его разрушению. В общем, чтобы не разрушалось твое сердце от его вот этого вот плача. У нас, в принципе, то же самое значение, да, то есть, чтобы когда ты его бьешь, чтобы у тебя там не было возмущения, да, то есть. Немножко другой смысл вообще. Ну, в нашем понимании сегодня. Возмущение это как бы противоречие, ну, не вызывай в себе противоречие. Не, ну ты бьешь ее, он орет, а ты еще больше типа урашиваешь, так? Не разрушай себя. Это правильно, не разрушай себя. То есть. У них больше написано не чувствуй всем своим сердцем их отхождение. Не плачь, а то, в чем они не правы. Вот больше так говорится. Okay, Абстрагируйся от этой, да? Холоднокровно. okay, this would imply that your discipline has to be a controlled discipline. Что ваша дисциплина должна быть контролируема. Okay, now let's turn to Proverbs 23:13 and 14. Давайте откроем притчи 23, 13, 14. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Okay. In other words, don't be afraid to spank him. Другими словами, не бойся его наказывать. What was the rod? Что такое розга? Инструмент воспитания. A shepherd's rod. Он говорит, что это розга, это то, чем овец гоняют. Ну это очень по-украински говорят лозына, да? Именно лозына, да. То есть то же самое, ну веточка. In Ukrainian, it's just flexible stick. Ну это ветка такая именно гнущаяся, такая, как бы хлесткая, как сказать.
some И flex- неломаемая. flexi stick which you can Это молодая ветка. which you can cut, you can destroy. Okay, it's something that will hurt. Да, то, что сделает больно. То есть то, что сделает больно. Okay, let's see what the Hebrew is. Джиму не попадало. Did you get something like that from your father? Oh yes, I will tell him about it in a minute. Да, он хотел вам сказать об этом. Как раз. Он расскажет. The Hebrew means a rod, a scepter, a staff. С еврейского в переводе род означает Эксперт. She's an expert. Ну что там сказать? Что нам все надо? Не то? Я выпишу. Да, ну типа тот с еврейского переводится как лозина, то, чем можно ударить. Okay, in this verse, А в этом стихе, what do we learn? а что мы изучим, что мы можем выучить? If you beat him with a rod, he will not what? Если вы будете бить его лозиной или розгой, что будет? Мы спасем его душу. We save his soul. We'll save his soul. Will save his soul. Спасем его душу. It must be on the computer. Во всяком случае, The сделаем break will work. возможное. If not, you may have to have her send it again. I hope I didn't delete it. И меня тоже билит. Меня тоже билит. One moment, please. Били в детстве тоже разрешено. Честно, я благодарна. Ну, по крайней мере, я считаю, что Нет, если бы обидно. они, да, я не обижаюсь, я считаю, что если бы это не делали этого, я бы, может быть, выросла совсем другим человеком. Главное, чтобы били Главное, по чтобы существу. нет обиды, вот этого. Главное, чтобы по Это есть, существу били. есть у людей и обида на всю жизнь. Was it in there? Да. Did you ever see it? Yeah. Oh, okay. I've told them that I was in the same situation. И вот то, что бьют, именно просто, чтобы Ну, были малая. вместе, там плохое That настроение. my parents Там бывает, да? made me Нетрезвые. Нетрезвые. Нетрезвые родители начинают Discipline. заниматься воспитанием. Okay. Одно дело, когда действительно по существу. Okay. I think the crime deserves the punishment. Я думаю, что не должно доходиться до прям побиений. Okay, and as I've told you, Если я вам говорю, the smaller the child, the less the что вы можете сделать как бы самое плохое для ребенка, это вот его так немножечко что. Okay, I'm going to set Кто it. понимает, взглядом пришли убить. What you do? I'm going to set an example. Вот Скажу, это например. На кухне. Who wants to volunteer? А кто вы? Translator? Я? No. Не надо, не Он надо. просто My- не хочет это All проводить. right. My papa Мой папа. would make me stand in front of him, Он говорил мне стать напротив него. and he would make me tell him И он хотел, чтобы я ему сказал, why I was getting a spanking. почему я тебя сегодня буду бить. Вот так. And while I was talking, И потом я говорю, he would pop the bill, scaring me to death. Он пугал меня до смерти вот этим звуком. Okay? And if I didn't tell him, Если я ему что-то не говорила, he would tell me why I was getting the spanking он говорил мне, почему я собираюсь тебя бить. while he popped the bill. И вот так вот это делал. And then he would have me repeat it. И потом он повторял и повторял это. And then he would hit his leg И потом он так ударил по своей ноге. while I was talking.
И потом я точно говорю. I did not know he was deciding how hard to hit me. Я не знала действительно, как это больно, если, как было бы мне больно, если бы он меня ударил. And then, И потом, and I know this is not culture, я знаю, что это не культурно, he would put his leg up on a chair он поставил свою ногу на стул, and would make me turn over his leg и он сказал ему вот так вот лечь на его ногу, поняли, что пол. and hold myself there. И вот держал меня здесь. And then he would spank me according to how hard he was hitting himself. Да, ну и он так же больно, как себя мог ударить чуть-чуть, так вот он также его походил. But before he ever hit me with the belt, Но до того, как он бил меня, он делал вот так. I was already dead. И я уже почти умер. Или я уже умер тогда. Okay. Сколько вам было тогда? How old it was? At that time, I was probably 7, 8. 7 лет, где-то так. Okay, now when I got older, I would have to grab my ankles. Тогда, когда я становился старше, я на коленях стояла. Okay, and the Bible does not teach us to maim the child. Библия не учит нас миловать наших детей. Okay, does not teach us to do damage to the child. Библия не говорит нам разрушать или слишком бить наших детей. Okay, and now we're going to look at Ephesians 6:4 again. Наносить ущерб какой-то детям. Сейчас мы посмотрим Ефесянам 6:4 опять. Ephesians 6:4. Somebody read that, please. Прочтите что-нибудь. Точно 6-4? Да, и вы оценили расчисление. Ephesians 6:4. Ефесян. Да, да, 6:1. Fathers, provoke not. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но вы воспитываете их в учении и наставлении Господне. Я уже говорила о том, что вы не несли ущерб своим детям. Okay, this shows that your discipline must be the correct discipline. Здесь говорится о том, чтобы ваша дисциплина была правильной. Okay, I am not supposed to provoke my child to wrath. Я не хочу провоцировать моего ребенка к ущербам каким-то, чтобы нанести ему ущерб. Чтобы он гневался на меня. Okay, now go to Ephesians 3:21. Давайте посмотрим Ефесянам 3:21. Colossians 3:21. Колоссянам. 3:21. Не разрешайте детей ваших, дабы они не унывали. What does it read? Colossians. Colossians 3:21. Okay, the last part says that they don't be discouraged. Последняя часть говорится о том, что мы должны расстраивать. That tells me that we are to do like my father did, know how hard I was hitting my child by hitting myself on the leg. То есть мы должны делать так, как делал примерно мой отец, чтобы не сделать им больнее, чем вы делаете своей ноге, когда он был себя. Okay. С такой же силой. Иван? У меня вопрос по поводу, вот, ваш папа как-то влиял на ваш воспитательный процесс сына? Ну, вот, ваши отношения с сыном. Did your father sometimes Вмешивался? raising or discipline your son? Sometimes. My papa? Yeah. His grandson? Yep. Да. Да. Have I ever disciplined you? Да. 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 И он говорит, когда-нибудь я тебя воспитывал, он говорит. When they were at my house, А когда они в моем доме, they
Answer to me. Они спрашивают меня. Unless their mama and papa are there. Если, конечно, там есть мама и папа. Okay. I had a different problem. У меня были разные проблемы. My son, Мой сын, I could just look at him я мог только наблюдать за ним. and he would wilt. He would, do you know what wilt is? Like a flower wilts. Ага. И я мог на него только посмотреть, и он сразу как бы завял. То есть он сразу понимал, что происходит. And spanking's always worked on him. И не мог ему там некоторые слова сказать. And I did not need to spank him very often. И я не часто его бил. But my daughter, Но моя дочь, she was different. она была другой. I could spank her 1 or 2 times with the belt. Я мог ее так вот 1 или 2 раза побить, так чтобы она поняла. And then she would get stubborn. Она такая становилась злая, нервная. And I could have beaten her to death. Я думала, что я ее до смерти забью. And it wouldn't make any difference. И она не изменится просто. So we had to come up with different disciplines. Мы можем по-разному дисциплинировать. Okay, stand her in a corner Поставить ее в угол, with her nose to the wall. чтобы ее нос к стене повернут. And that would work 1 or 2 times. Это сработает 1 или 2 раза. Send her to her room. Отправить ее в свою комнату. Put her to bed. Положить ее на кровать. It would work 1 or 2 Это times. сработает всего лишь 1 или 2 раза. But after that, she would have fun in the corner. И после этого она будет веселиться там у нее. She would have fun in the bed. Она будет веселиться там у кровати. So we had to come up with other disciplines. Мы должны приходить к разным видам дисциплин. Do you have Barbie dolls here? Есть ли у вас Барби здесь где-то? I think, no. The little dolls I think with clothes and everything. с одеждой. Псих какой-то, ну. Ты ж куколки. Барби. Патрик. No, no. A Barbie doll is a woman doll, Это же С юбочкой. okay, and they have you buy lots of clothes for them. И у нее там есть много одежды. Ты куколку ищешь? Без No, no, yeah, no. This is a full-grown woman. I understand. Okay, But you just don't I have can. one? Do you want to like hold it? Okay, yeah, Can you use there, that? like that. Yeah. Yeah, Barbie. I just want to find it. Okay, okay. Do you mean do you have one on hand? No, Oh. I understand. I'm saying my daughter had Barbie dolls, Да, у него, у дочери была. and she had a lot of clothes for her, И у нее было очень много вещей для нее. and she loved her Barbie dolls. И она так любила свою Барби. I kept her Barbie dolls Я забрала у нее ее Барби. in my closet. И запер ее. More than she kept them in her closet. Я одела ее больше, чем она могла ее одеть, красивее. I would take away her favorite toys Я повыкидывала все ее игрушки самые лучшие, to discipline her. чтобы ее дисциплинировать. One time, 1 раз, when this did not work, когда это не работало, we gathered up all her Barbie dolls, мы все собрали ее, все ее игрушки, все Барби, all their clothes, все их вещи, and we were going down the stairs to give it to somebody else. и мы их начинали раздавать другим девочкам. And it wasn't until we were halfway down the stairs И так как мы уже спустились на ступеньки, чтобы их that she раздавать, finally broke down and begged me not to give her Barbie dolls она away. упала на колени и просто умоляла, чтобы он не отдавал ей куклы. Okay. We had to discipline her in so many different ways. Мы
такими разными способами ее дисциплинировали. At Christmas time, На Рождество. there was a doll she wanted. Там была именно та кукла, которую она хотела. Мы хотели подарить ее. I don't remember the name of it, Я не помню, как ее там звали. but it cried, it wet, it did everything. Но, в общем, она там могла плакать, ходить в туалет, в общем, все делать, эта кукла. And she did something wrong, И она сделала что-то не так. and I told her to go get her favorite toy. И я сказала, что заберу ее самую лучшую игрушку. And she went and got that doll. И она делала, что And все. she cried as she brought it to me. И она, когда получила ее от меня обратно, она была так счастлива. But my wife, Она отплакала от счастья. Doris, said, "Why did you bring him that doll?" И она у меня тогда спросила, моя жена, почему ты именно эту куклу ей And I купила? said, "Honey, Я ей сказала, we're любимая, disciplining her." чтобы ее можно было дисциплинировать потом. Okay. Чтобы было заплатить. And my daughter turned out okay. И потом моя дочь And умерла. so did my son. Она, наконец-то, я ее смог воспитать все-таки, как и моего сына. Okay. But discipline Но дисциплина is the way God does it. – это то, как говорит нам Господь. Вот даже He здесь gives you problems. Он, дисциплина – это то, что делает с нами Господь. Он дает нам проблемы. And some of those problems are harsh. Некоторые из этих проблем, они действительно страшные. Some of them are not. Но некоторые нет. Okay. Look at James 1 again. Давайте откроем Иакова 1 опять. Okay. We've read this before. Мы читали это раньше. Okay, so he says that we are to count it all joy when we fall into many trials. Мы должны получать радость. Joy, which verse is it? Verse 2. Второй стих, прочитайте его. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Verse 3 and 4. И 3-4. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого греха. So God disciplines with problems. Господь дисциплинирует нас проблемами. Now let's go to Hebrews 12. Давайте Евреям 13 главу. Okay, and he talks about discipline. Здесь тоже говорится о дисциплине. Let me see. Verse 6. Start with, let me see, yeah. 12 глава, 6 стих. Okay, verses 4 С 4 он through 11. до 11. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же останетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то мы гораздо и более должны покориться Отцу Духом, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а Он для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Okay.
notice that God chastens us. Написано, что Господь наказывает нас. And notice he says, do not be discouraged when you are rebuked by him, verse 5. И в 5 стихе написано, не расстраивайтесь, если вы будете наказаны. And if the Lord loves us, he's going to chasten us. И если нас любит Господь, то нас будет наказывать. Okay, and if we do not receive discipline, Если мы не дисциплинируемся, verse 8, в 8 стихе написано. okay, we are illegitimate and not sons. Что написано? Ну, незаконные дети, а не сыны. Okay, we are illegitimate children if we do not receive discipline. Мы незаконные дети, если мы не дисциплинируемся. And we respect our physical fathers who correct us. И мы уважаем наших родителей, которые воспитывали нас. So much more should we respect God for disciplining us. Так же сильно, как мы должны уважать Бога, который тоже дисциплинирует нас, воспитывает нас. Now, I love verse 11. Мне нравится 11 стих. Okay, discipline is not joyful. Дисциплина, воспитание — это не радостно, But painful. это больно. When my papa popped his belt, Когда он делал вот это своим ремнем, вилом, oh, we knew better than to run from my papa. и я не знал ничего лучше, чем убежать от него. He had convinced us that if we ran, the spanking would be twice as hard. Он будет нас бить еще больше, в 2 раза сильнее, если мы будем еще убегать от него. We would not run from my papa. Мы никогда не убегали от нашего папы. Oh, he convinced me Он воспитывал меня. that if I talked back to my mama, Если я буду переговариваться с моей мамой, they would peel me off the wall with a razor blade. он поставит меня on the wall. They would peel me off the wall with a razor blade. Razor blade, sharp, with a knife. This is sharper if you shave with a razor blade. A razor? I understand, but just... Okay. Он сказал, что типа, если ты будешь переговариваться со своей мамой, я тебя поставлю к стене и буду тебя лезвием типа по языку или что-то такое, до крови тебя буду растрапывать. Off the wall, yeah. I was convinced that's what would happen. Конечно, я подчинялся, конечно, я делал то, что он хотел. I never talked back to my Я mama. никогда не переговаривался с моей мамой. And yet I love my papa and mama very much. И наоборот, я очень сильно любил мою маму и папу. Okay, so I feared them, И я боялся, but I loved them. но я любил. And I am not to provoke them, I'm not to provoke my children to wrath, Я не провоцировал моих детей к гневу nor to discourage them. или расстраивал их. Any questions? Вопросы какие-то есть? У меня вопрос немножечко не по этой теме, может быть, я просто отвлекаюсь, но во вторник в конце занятия вы сказали интересную мысль. Я не знаю, может быть, я уложу в сторону, это может быть потом, после занятий. Но меня интересует вопрос. Вот вы сказали, что один из доктринальных смыслов — это вот нам надо помогать тем людям, которым мы, служить, помогать тем людям, которые мы видим выше нас, лучше нас, выше. Sorry, maybe it's not our answer, but you told us about it last Tuesday, and you told that we need to serve the people who's better than we. И приводили пример служения Иисуса Христа Богу, и, наверное, это Гефсиманский сад. Jesus Christ to God. А если, вот, допустим, еще можно найти, как-то подсказать места в Писании, которые подтверждают эту мысль? Okay, explain the idea to me again. Еще раз,
Еще раз скажите, что как он попросил еще раз объяснить. Если мы видим, что есть люди, которые лучше нас, If we see that то есть крепче верят, талантливее, better people than we, talented, more talented, and more strong in faith, all you have to do is look up servant вы должны, конечно, or тоже slave. служить у них это два подобных слова, там, прислуживать. Oh. Paul says he is a slave. Павел говорит, что он слуга. Look at Ephesians, or let me see. Посмотрите Ефесянам. Сейчас Let me see. I can't. It's not doing it. Okay, one of Paul's books. Хорошо, один из книг Павла, одна из книг Павла. Okay, let me. Romans, is it? Yeah, Romans 1. Римлянам первую главу. Romans 1:1. Римлянам 1:1. He is called a bondservant. Он назван здесь, как он? призванные A bond slave. Here we, in Russian, we have apostle. Okay, it is a. Но здесь у нас написано в английском как слуга, как раб. Да? Так и в русском тоже самое. Раб Иисуса Христа. Вот, там слэш, да. Дулас там. It's doulos. Там было, там слэш. A bondsman, a servant. Okay, and in Mark 9, Matthew 19. И в Марка 9 главе и в Матфея 19. Except you humble yourself as a little child. Что мы должны быть подобными, как маленькие дети. Подобны маленьким детям, которые также... When the disciples were arguing about who would be the greatest in the kingdom, И когда, помните, ученики Иисуса спрашивали, кто будет высшим в царстве, Jesus said, who did Jesus say would be the greatest in the kingdom? кто, говорит Иисус, будет самым Кто больше? высоким в царстве? Наоборот, он говорит, кто меньше, кто будет прислуживать. Who will be the servant? Who will be the least Кто будет последним? at the bottom? Кто будет прислуживать ниже всех? Okay. Мы вчера, кстати, на уроке разбирали в среду. They were arguing who would be the first in the kingdom of heaven. Они спорили о том, кто будет первым в Царстве Небесном. Let me find the verse. Mark 9. Марка 9 глава. Стих, Okay, verse 34. 34 стих. No, verse 35. 35 глава, 35 стих. Shall be the last of all. Должен быть последний всех, самый последний. Okay, verse 35. 35 стих. И Сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последних. И всем служим. Okay, Matthew 20, 26 through 27 Матфея 20, 26, 27. says the same thing. То же самое говорится. Whosoever will be chief among you, let him be your servant. Позвольте. And Mark 10:43.
И Марка 10:43 то же самое говорится, что мы должны прислуживать. So if I'm your slave or your servant, I see you as better than myself. И если вы есть слуга, значит, я вижу вас лучше, чем вижу вас лучше себя. Is that enough? Хватит вам этого? Да, 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 да. Okay. Okay, now Roman number 3 on the outline. Третье, что здесь написано. There is no such thing as a temper problem. Did you find it there? Why I have oh, sorry. Не существует такого понятия, как потеря самолюбия. 25-я страница. Okay, there is no such thing as a temper tantrum. The problem is communication. Если у кого-то есть проблемы с самообладанием, It's just an excuse for one's conduct. это просто оправдание его поведения. Okay, it is not a temper problem, it is a discipline problem. Это проблема не с самообладанием, а с воспитанием. There is no rebellion, lying, alcohol, drug, or tobacco problem that cannot be classified under a discipline problem. Нет ни одного вида сопротивления лжи, проблем с алкоголем, наркотиками или курением, которого нельзя было бы классифицировать как проблему с воспитанием. If a child has any of these problems, Если у ребенка есть одна из этих проблем, parents have fallen down on their job. значит родители не справились с работой. If you have any of these problems, Если у вас есть какая-либо из этих проблем, go home and straighten them out. идите домой и воспитывайте себя, и избавляйтесь от них. The further or longer we let a problem go unchecked, Чем дальше мы позволяем этой проблеме оставаться незамеченной, the more discipline is needed. тем больше дисциплины требуется на это. Okay, we must show discipline in ourselves before others can accept it from us. Мы должны проявлять дисциплину в нас самих, прежде чем другие примут ее от нас. You are visiting a friend, Вы посещаете друга, and there are children playing, и там играют дети. and the man is getting frustrated И мужчина такой оздаленный, because of the children. потому что дети там. And one of the children runs by, И один ребенок бегает. and he picks him up and spanks him. И он словил его и начинает его бить, шлепать. Why was he spanking his son? Почему он бьет своего ребенка? For the son or for himself? Из-за сына или из-за себя, я сказала, из-за него самого, himself. Его проблемы. Это проблемы взрослого человека, которые транслируются на маленького. Which translated to the child. Okay. We need to make sure when we discipline our children Мы должны быть уверены, когда мы дисциплинируем своих детей, that they understand why что они понимают, почему мы это we делаем, are disciplining them. а почему мы их дисциплинируем. Okay, and the discipline starts with me. Дисциплина начинается с меня. Okay, the problem many times lies with the parents and why they discipline instead of with the child. Проблемы чаще всего начинаются с родителями, почему они дисциплинируют своего ребенка. Let's look at several examples of discipline. Давайте посмотрим на некоторые примеры, которые... We're going to go to Genesis. Будем к Бытию обращаться. Okay, we're going to chapter 3 Третьей главе. and verse 8. 8 стих. Adam and Eve Адам и Ева were told not to eat of the fruit of the knowledge of good and evil, the tree of the knowledge of good and evil. ели плод дерева добра и зла.
Okay, God had told them, А Бог говорил им, He laid down a law, не нарушайте закон. and He told them what the consequences would be. They would die. И Он говорил им, что произойдет, когда они это сделают, они умрут. And she ate of the fruit and gave it to her husband. И она съела, и Ева съела этот плод и подошла к своему мужу. And God comes down, И Бог с ней нашел, and He's walking in the garden. и Он ходил по саду. Does God know where they are? Не знал ли Бог, где они находятся? Yeah. So He wants them to come to Him. Он хотел, чтобы они подошли к Нему. And He says, where are you? И Он сказал, где вы? Why are you hiding? Почему вы прячетесь? Notice He is making them tell Him what the problem is. Он хотел, как бы сказать, в чем есть их проблема. Okay, if we spank a child and don't tell him why, Если прибегаем к дисциплине ребенка, не говорим ему почему. how do we know he understands the discipline? Как мы можем знать, понимает ли он, почему мы это делаем? Now there are emergencies when you have to snatch the child up and right away and then explain. Есть как бы некоторые службы, которые могут это сделать. They have a metal У них есть такие piece of metal металлические палочки. and they're ready to put it in the electric socket. И они могут их опустить в электрические. Real quick. Да, и электрические эти штуки, они будут их так быстро-быстро бить. And then you explain. И потом ты объяснишь им, почему ты это делаешь. Okay, but usually you can do the discipline after you know if they understand why they're being disciplined. So you will tell them before you discipline them. Well, there are times when you have to, but usually you can talk with the child and explain, this is why I'm going to discipline you. То есть вот во время того, как обычно, когда ты его именно бьешь и прибегаешь к дисциплине, нужно говорить в этот момент, почему ты это делаешь. Okay, in Genesis 3:8, Бытие 3:8. they heard the voice of God walking in the garden, Они услышали голос Бога, который шел по саду. and they hid themselves. И они спрятались. Have you ever seen children do this? Когда-либо видели, что дети так делали? Yeah. And sometimes you don't know what they did, Иногда вы не знаете, что именно они сделали. but you know they did something Но вы знаете, что они что-то сделали. because of the way they're acting. Потому что И как это мышки есть разбежались. причина, почему они так поступают. And so God says, where are you? И поэтому Господь спросил у них, где вы? Verse 9. 9 стих. He knew where they were. Он знал, где они были. Okay? And they said, well, we heard your voice and we were afraid we were naked. И они тогда ответили, мы услышали твой голос, и мы испугались, но мы голые. And God said, who told you you were naked? А кто вам сказал, что вы без одежды? And the man said, the woman did it. Женщина сделала это. Тогда мужчина сказал, женщина это сделала. And you know, we try to make excuses for why we do what we do. Мы стараемся объяснить, почему мы это сделали, какое-то найти логическое объяснение. And God turns to the woman and she said, it wasn't me, it was the snake. Тогда Господь спрашивает у женщины, почему ты это сделала. Она говорит, нет, это была не я, это была вот, змея, она меня соблазнила. And then God says, Тогда Господь говорит, okay, you need discipline. вам нужна дисциплина. I made a law, Я сделала закон, and now you suffer the consequences. и тогда вы будете ему подчиняться. Okay, and man died two ways. Человек умрет по двум причинам. Spiritually, Духовно, and started dying physically. и потом он будет начинать умирать физически. He also punishes the serpent. Он будет, Даже наказал змея. да, и змея. Okay. But the process in which he did it
Но процесс, который, почему он это сделал? Is a great example Потому что он хотел дать им очень хороший пример. of discipline. Пример дисциплины. Okay, now another example is found in the 4th chapter of Genesis. Еще один пример мы можем найти в 4 главе Бытия. And God is playing the grandparent here. А здесь он говорит о родителях, то есть бабушка и дедушка. Okay, in the lineage process in the New Testament, В Новом Завете it says that God begat Adam just like a father. Что для Адама отцом был Господь. Okay, so God played the father in Genesis 3. И Господь как бы играл роль отца в 3 главе. And in chapter 4, he plays the grandfather. А в 4 главе он играет роль дедушки. Okay, God had told them what he expected in an offering of worship. Он здесь им говорит, как они должны служить. And Abel made the right sacrifice, Что они должны делать правильную жертву. but Cain did not. Но Каин этого не делал. Now, we can go to a whole study about Cain and Abel. Мы можем целое, прям еще одну дисциплину прям сделать в институте, чтобы... Okay, and we could look at Romans 10. Мы можем обратиться к римлянам. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. В 10 главе, что... No, but that's not the issue we're looking at here. Но сейчас не нужно это рассмотреть. We want to look at the discipline. Мы хотим посмотреть на дисциплину. Okay, so Cain, verse 5. В 5 стихе Каин. Okay, read verse 5 through 12. Прочитайте с 5 стиха до 12. Somebody else besides Yvonne. Кто-то кроме Ивана прочитает. 5 through 12. С 5 по 12. А на Каина и Натар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо ему. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то от дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более этого от силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Okay, so you find again that Cain was told what would happen if he didn't control himself. И здесь мы также видим, как Господь прибегает к дисциплине, что говорит он к Авелю, если он не будет контролировать себя. Okay, and God then says, И потом Господь говорит: if you did the right thing, you'd be accepted. Если ты не будешь делать правильных вещей, ты будешь исключен. Okay. Now I was told by a man that knew Hebrew, Будешь изгнан. and you may confirm this or not. И сейчас я вам расскажу о евреях, и вы можете это понимать или нет. That when he says sin lieth at the door, И когда он стоял возле дверей, he's referring to a sin offering that is a lying at the door. прочитайте 3 стих лучше. Okay, I get the Hebrew up here, and he can look at it. Греческий. When God said sin lieth at the door, he said that can be, I was told that can be translated, you can offer this sin offering and everything will be okay.
Да, что грех, Овод Адама. что грех находится у двери, да. Где-то мат Адама, неправильно, овод Адама. Я хотел за второй стих вот еще сказать тоже. Можно, да? I want to ask you about the second Ну, verse. традиционно пишут, что Каин был земледелец. It says there Cain was God, Keeper of sheep. keeper of sheep. Okay, Да. tiller of the ground. Дословно, овод Адама – это раб земли. Или Taylor еще можно перевести как раб плоти. but from То есть, Hebrew еще и вот в этом translate значении. like servants of the ground. То есть можно как земледелец, Garden. можно и как раб плоти. Который работает с землей. Yeah. Да. It says to till from Strong's, to till the ground. To till the ground, the garden. Да, что он ухаживал за садом. Okay, and part of his punishment И одна из его наказаний, одним из его наказаний было, is that the ground would no more yield fruit, yield garden for him. что земля станет твердой, и он будет сложнее ее пахать, на ней пахать, и труднее Okay, but in verse 7, выращивать фрукты. И на 7 стих, Экономисты. Ничего не сеют и не in пашут. I want to know about the Hebrew in verse 7. я хочу, чтобы вы посмотрели еще 7 стих. Sin, is that, I've been told that can mean sin offering. Что здесь имеет значение? Какое-то? Sacrifice or explanation. Yeah, the sacrifice is laying there. Make it right, give the right sacrifice. Он говорит, чтобы они правильно приносили жертву. Правильно там написано. And apparently Cain refuses. Но Каин отказался от этого. Okay, now I have been told by people that know Hebrew И я потому спрашиваю людей, которые знают иврит, that he's really referring to a sin offering. чтобы они обращались к нему. Ну, тут обычное слово «гата» стоит, которое вот такие переводятся на грех. Where most people interpret this to mean that you're going to sin if you don't change your attitude. Некоторые люди говорят, что интерпретируют это так, объясняют это так, что если ты не перестанешь грешить, то ты будешь как бы изгнан. Ну да. Okay? All right. So God warns him of what's going to happen И Господь говорит ему, что случится. if he doesn't do it right. Предупреждает его, что случится, если он не сделает правильно. But apparently Cain doesn't take the sacrifice Но, or the advice. как и прежде, Каин не спрашивает совета. Okay? We do not know how long it was between when God talked with him and Cain kills his brother. Мы не знаем, как много времени прошло между тем, как Господь говорил с Каином и когда он убил своего брата. We don't know if Abel said anything, or if they had an argument, or if Cain just got mad at him. Мы не знаем, какие, может быть, аргументы у него были, чтобы сделать это. Может быть, какая-то ссора, может быть, еще что-то. But look at the discipline. Посмотрите на меру дисциплины. He knows what Cain did. Он знал, что сделал Каин. Okay, look at verse 9 now. На 9 стих, посмотрите здесь. God says, "Where's your brother?" Господь сказал, где твой брат? And Cain's not going to tell him, "I killed him." И он не сказал Каин, что он его убил. He said, Am I my brother's keeper?" Он сказал, я ли сторож моему брату? He said, "Cain, what have you done? Он сказал, Каин, что ты сделал? Because I know your brother is dead." Потому что я знаю, что твой брат умер. Okay. So here, he has to tell Cain. Cain's not going to admit it. Здесь он должен был сказать Каину, потому что Каин не признавался. And then he says, when you till the ground, verse 12, И дальше в 12 стихе он говорит, когда ты будешь работать на земле, it shall no longer produce for you.
И здесь тогда говорится, что земля не будет подчиняться тебе. And you'll be a fugitive and a vagabond on the earth. Что ты будешь очень трудно трудиться на земле. And he said, oh, that's too great a punishment. И он как бы ответил, о, это отличное наказание. So God said, okay, I will give you the mark. Он сказал, хорошо, я тебе сделаю еще кое-что. Notice some compassion. Вы не видите, So this is, не видите терпения с его стороны. so this is the way we should discipline. Вот как мы должны дисциплинироваться. Okay, it's time for lunch. Это время обеда. And we will finish this up and get into marriage, divorce, and remarriage when we come back. Мы еще вернемся к этому. Bon appetit. But Sodom and Gomorrah was very, very sinful. Содом и Гоморра были очень нечестивы. Okay, and we know Abraham argued about saving Sodom and Gomorrah from destruction. Мы знаем, что Авраам хотел спасти Содом и Гоморру от разрушения. And the angels came down to the city. И когда ангел сошел на этот город, Okay, I have a question. у меня есть вопрос. If Sodom and Gomorrah was so bad, Если Содом и Гоморра были настолько нечестивыми, why didn't Lot just pack up his family and go? почему Лот выбрал пойти туда свою семью со У меня, соседями? кстати, тоже не так аналогичный вопрос. Совсем. А почему он в самом начале там Why просто he's поселился в этой at the равнине Иорданской? Just Просто раскинул when- шатры где-то возле Содома. went to this place. Вот потом мы уже читаем, что он уже в Содоме. And then we read И он that. уже уважаемый, там уже сидит у ворот, And уже then we уже read уважаемый that he член is этого the города. ruler of А ведь он Sodom. знает о том, что это нечестивый But город. he know that it is a bad place. Он сам себе проблемы Good question. He's наделал. make problems for himself. He made bad decisions. Да, это неправильный выбор. Yeah, and sometimes a job that pays a lot of money is not always a good job. Иногда работа, которая приносит нам хороший заработок, это не очень хорошая работа. You have to look at the family. Вы должны смотреть на семью. Remember we talked about the head of the house having rules? Мы помним, что у главы семейства должны быть правила. When he does have to make a decision, И если он не может принять what правила, are the 3 rules? какие 3 правила есть? Слышно такие слова, слушаем слово. It's need to include the word of God. Okay, it must be according to God's word. Не быть эгоистичным. Не мешать спасению, Don't не навредить себе. give some bad things to yourself and Cannot be selfish. selfish. Yeah. And И Не навредить себе. don't pain yourself. it must be for the benefit of the family. И должно быть в пользу семьи всего. Okay. Lot made some bad decisions. Лот выбрал делал неправильное решение. Now, Lot knew something was wrong with the city because he would go and sit at the gate to see who was coming in. Лот знал, что это плохой город, потому что он тогда сел возле ворот и смотрел, какие люди заходят в него. And the 2 men, he offered to take them home, and they said, no, we'll just stay in the streets. И 2 человека, которые заходили в свои дома, они остались возле на улице. But in Genesis 19:3, Но в Бытие 19:3 okay, Lot pressed upon them greatly to stay with him. Лот очень сильно упрашивал их, чтобы они остались с ним. Why was Lot so hospitable? Почему Лот был таким гостеприимным? Его дядя Авраам тоже был. Because his uncle Abraham was the That was hospitable. Да. Okay. Страннолюбивость. You think? Свойство евреев. Они сами странники.
It's the character Евреи это of странно. Hebrew, of Jews. Okay, he also knew the reputation of the city. Тогда еще Он не было знал, закона. он тогда уже знал репутацию этого города. Okay, now when the angels told him they needed to take him out of the city, Когда ангел говорил ему о том, что ему нужно уйти из этого города, why did he not still want to leave the city? почему он все еще не решил покинуть этот город? Там бизнес, Хотел наверное, таким уходить. был. Sergei Я там think that because he had some business. Yes, he definitely had some business. Да, Because he had children there. потому что у него там были дети. Okay, look at verse 14 of chapter 19. Посмотрите на 14 стих 19 главы. говорил с детьми, они ему не поверили. Им показалось, что он шутит. His sons-in-laws mocked him. Его Genesis 19, 19 глава 14. Бытия 14 стих. Genesis 19, 14. 19, 14. Read that. Прочитайте. И дверь закрыта. Ее не сильно, это было самое. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из этого места, ибо Господь истребит этот город. Но затьям его показалось, что он шутит. So he had other daughters. Здесь еще говорится о других дочерях. It's very likely he had grandchildren. И я думаю, что у него были и внуки. So when they left the city Когда он покидал город, with only the two virgin daughters, только с двумя девственными девушками, they were leaving family behind. дочерьми, они потеряли Потенциально. всю семью. И эти же девственницы потеряли потенциальных женихов, как бы тоже. And two virgin Примерно. daughters lost their potential husbands. Okay. So when Lot's wife looks back in verse 26, Когда жена Лота вернулась в 26 стихе, why do you think she looked back? почему она вернулась? Потому что сердце ее было привязано к городу, потому что там осталось. Почему она обвернула? Because her heart was, because she loved this city, because she... Or her daughters? Ну, дети там остались, дом остался. Yeah. Там, And her granddaughters, grandchildren. Да, он говорит о семье, что она любила очень. But Lot is the one that causes the problem. Ну вот, есть одна из причин этой проблемы. Lot was told to flee to the mountains before God destroyed Sodom and Gomorrah. Лот разговаривает с... Лоту сказали бежать на гору. Лоту сказал бежать на гору, прежде чем была разрушена Содом и Гоморра. And Lot says, oh no, I want to go to Zoar. Нет, он говорит, я хочу пойти к Сузу. Yeah, verses 18 through 22. С 18 по 22 стих. If he had gone to the mountains, his wife may not have turned into a pillar of salt. И если бы он сделал так, как сказали, что он выбирал бы на гору, тогда его жена не превратилась бы в соляной столб. Again, that he forced his will upon God. Опять же, он подвел Бога, он не сделал то, что говорит ему Бог. And it cost him his wife. И вот почему случилось такое с его женой. Okay? Also,
with the two daughters. И тоже с двумя дочерьми. They get their father drunk, Они напоили своего отца. and they have relations with him. И любили с ним. And two nations are born И родились две нации. that are going to give Israel a lot of trouble later on. И потом это привело к очень многим проблемам. So we have Ishmael and Hagar and Lot's two daughters that gives Israel a lot of trouble and still today giving them trouble. Вот Авраам, Измаил, и они все... Что? Ну, получается, Да, получается. Измаил и вот это сыновья этих дочерей, они принесли очень большие проблемы израильскому народу и до сих пор приносят. Ну, Измаил, Измаил это это до сих пор приносит, Потому потому что- что это арабы. Да. И они не только евреям приносят проблемы. Он сказал, что, ну, И да. вот, то есть, кстати, был тут уже вопрос такой, каким человеком будет Измаил по Бытие 16-12. Так вот там говорится о том, что он будет диким ослом. Все на него, и он на всех. Это как раз об арабах, да, именно пророчество. Это именно вот. Что должны приводить? Ничего. I asked them what I need to translate, and they answer me nothing. So give me a general rundown. What is all of this? They talking about Lot. yeah, about what and Enemies of Israel now. yeah. Okay. And Sergey talking about о ком мы говорим? Об Измаиле, что About это, Ismail. что это родоначальник арабов. He's the father of Arab nation, Yes. Вот. И все проблемы, которые and all of the troubles имеем с арабами what сегодня, we это have вот today, it's because of вот it. началось туда. Right. And also Moab and what was the other nation that was created? Амон. Моавитяне и Аммонитяне. аммонитяне, там был Моав и Бен-Амин. Ага. Okay. Right. So this is the story of Lot. Вот история Лота. Now, what do we learn from this story? Что мы можем вынести из этой истории? Ой, дело ясно, что Надо выбирать себе хорошее окружение, где ты живешь. We need to choose the right, the good, the right society which you will live in. Okay, and money does not always mean the right thing. И деньги не всегда решают. Also, what other lesson? Какой еще пример? Надо меньше пить. опять же, You need to Или you вообще. don't need to drunk. Okay, it's good argument against alcohol. Да, это хороший аргумент по поводу алкоголя. Okay. Also, if he had done what God said and gone to the mountain, Sarah would never turn into a pillar of salt. Да, и также он говорит, если бы Лот сделал то, что сказал ему Бог, пошел бы он на His гору, wife would тогда not. его жена не превратилась бы в соляной столб. So we have Sarah that tried to do it her way instead of God's way. И мы видим, что Сара сделала это так, как она хотела, не так, как Now we have Lot that tried to do it his way instead of God's way. также Лот, который делал то, что он хотел, а не то, что Бог. И еще, если бы Лот бы всегда бы говорил бы правду, If Lot will tell то the truth зятья always, бы его поверили бы, дочери тоже вышли бы, то есть все то семейство, he will что save осталось, his оно бы вышло. family. А так они не поверили, значит, Авторитета нет. авторитета не было и не всегда правду говорил. He wouldn't authority for his family, so Okay, we need to make sure we make the best choice for our families religiously. мы должны быть уверены, что мы сделали лучший выбор для нашей семьи. Okay, now let's go to the family of Isaac. Давайте поговорим о семье Исаака. Isaac and Rebekah. Исаак и Ребекка. Okay, now Isaac had already had the experience on the mountain when Abraham was going to sacrifice him.
It should be the page right after that. You got it? Okay. He had already had the experience on the mountain of being sacrificed. У них уже был опыт спасения. Genesis 22:2 and 9. Бытие 22:2-9. Okay, and Isaac was 40 years old at the time of his marriage. Исааку было 40 лет, когда он женился. Okay, Abraham was 100 at Isaac's birth. Аврааму было 100 лет, когда родился Исаак. Okay, and Abraham lived to be 175. How old was Abraham? 140. 140 лет ему было. At the death of Abraham. Когда умер Авраам, Исааку было 140 лет. So he was pretty close to the time when Isaac got married. Это было очень близко к тому времени, когда Исаак вышел замуж, женился. Let me see. Isaac would have been 36 or 37 years old at the death of his mother. Исааку было 38 или 37 лет, когда умерла его мать. Okay, and Abraham was a father-in-law to Rebekah for 35 years. А тогда Аврааму было... Сколько было лет Аврааму, когда Ребекке было 35 лет? Не, он сказал, Авраам был свекром Ревекки 35 лет. Потом там было. So, was Abraham there when был свекром Ревекки 35 лет. when Jacob and Esau were born? Would Abraham have been there when Jacob and Esau was born? Когда Ревекка встречалась с Исааком, и... I don't think so. Sorry, stop. But it was, to me, it'd be very close. You can do the math. Вы можете, он говорит, сделать расчеты вот здесь, вот, когда Ревекка была ответом на молитву. Ну, то есть он говорит, что расчеты могут быть, ну, не очень точными. Можете посчитать. Okay. Rebecca was an answer to prayer because the servant prayed. Ревекка, что сказала в молитве брат Ревекки? And Isaac inherited everything that Abraham had. Исаак был в поле и размышлял. But Ishmael and Isaac both buried Abraham. Но Исаак получил все, что имел Авраам. So apparently they did get along. То есть он оставил And Ishmael must have visited his dad often. его без ничего. And what? Ishmael must have visited Abraham often. Измаил и Исаак похоронили его. We have no more about that. We don't know any more about that story. И больше мы ничего не знаем об этой истории. Okay, the strife within a family. Раздор в семье. Okay, the strife between Isaac and Esau. Раздор между Исааком и Иаковом. What was the problem? Какая была проблема? Mama loved who? Кого любила мама? Якова. And Papa loved who? Исава. Исаак. Oh, how dangerous it is to show favoritism. Как это очень опасно кого-то иметь в любимчиках. Wonder where they learned it. Что мы можем выучить? Couldn't be from Abraham and Sarah, could it? Не должно было быть таких разделений у Авраама и Сары. And it's going to pass down to Joseph, И то же самое было с Иосифом, showing favoritism. который отдавал предпочтение кому-то. Okay, now Jacob and Esau were a prayer to Rebekah's, answer to Rebekah's prayer. Исав и Яков были ответом на молитву Ревекки. And they struggled within her. И они
боролись внутри нее. And there would be two nations, И появилось две нации, and they'd be two different type of people. два разных типа людей. And the elder would serve the younger. И те, которые старшие, будут служить младшим. They were not identical twins. Они не были близнецами, идентичными. Okay. Isaac was 60 years old. Исааку было 60 лет. And Sarah and him had been married 20 years. И они были женаты 20 лет, Сара. Okay, as far as we know, before the children were born, Isaac and Rebekah were happily married. Мы помним, что Исаак и Ревека были счастливы в браке. Okay, children can change a marriage. Дети могут изменить брак. Okay, the first problem is mother and father showed favoritism. Первая проблема была то, что у отца и у матери были любимые дети. The second problem caused by the strife of mother and father. Вторая проблема была вызвана разногласиями между матерью и отцом. Did Sarah help Jacob steal the birthright? I mean the blessing. Помогала ли Сара... Did Sarah help Jacob steal the blessing? Помогала ли Сара в благословении Якова? Ну, украсть, помогала ли Сара, но вообще-то Ревека должна украсть благословение, ну, чтобы Якову, да, помочь украсть благословение. Rebecca needs to the blessings. Она помогала, ну, в общем, помогала. Решила это. Okay, Jacob stole him, but who helped him? She put the skin on him. Да, он надел вот эту, сделал такую кожу, как у него волосатую. I've often wondered what was the relationship between Rebecca and Isaac at this time. Меня всегда удивляло, что какие интересные у них были отношения у Ревекки и Исаака в это время. Как могло такое произойти? I know they both favored a different son. Я знаю, что у них были разные предпочтения в сынах. Кто-то любил одного, кто-то другого. But afterwards they seemed to be in agreement with each other Но они должны же быть, должны же as to what to do. как-то соглашаться, согласовать то, что нужно было делать. У них сторги было, а Агапы не было. No. He was feeling some story, but Agape wasn't. No, Agape was not there. Yeah, that's true. That's true. Okay. The third problem in this family was outside, the lying about her being his sister instead of his wife. Третья проблема семьи раздора, когда было вранье ее жене, своей жене. Okay, there is an outside problem. That's not the third problem, that's just an outside problem. Пятая проблема. Okay. The third problem is the strife between Jacob and Esau. Третья проблема это то, что они Esau wants to kill Jacob. Исаак хотел убить Иакова. So Jacob is sent away. Итак, Исаак согрешил опять. Не, Иаков убежал. Исаак хотел убить Иакова, Иаков убежал. You're getting tired. You're getting Ну tired. да, они одинаковые. It's the same. Okay. It's the same name, you know. Okay. Исаак. Esau forgives Jacob. Исаак простил Иакова. Genesis 33, verse 4 and 9. Бытие It's 33, not on your paper. Бытие 33, 4, 9. Okay. In Genesis 33, verse 4 and 9, В Бытие 33, 4 и 9 стихе Esau forgives Jacob. Исаак простил Иакова. Okay, that's not in your outline. Здесь не написано у вас. Okay, we're in chapter 27, and this is chapter 33.
И это глава 33-37. Problem number 4. Четвертая проблема. Rebecca fears for Jacob's future life as well as her own. Ревекка опасается за будущее Якова и за его жизнь. And so her and Isaac send Jacob away. Она прибегает к помощи Исаака. Okay, Esau rebels. Исав меняется. And marries a Canaanite. Isaac was sent away to marry somebody in the family. Исаак мог, в общем, жениться на ком-то из семьи. Esau knew it would hurt mom and dad if he married a Gentile or married somebody other than relatives. Он знал, что его родители хотели, чтобы он не женил ни на кого, чтобы он женился на ком-то из родственников, не на чужеземцах. So he marries a Canaanite. Но он женился на хананейке. Thereby creating another nation Так произошла другая нация. that Israel would have problems with. И вот почему Израиль также были The проблемы. fifth problem. Пятая проблема. Jacob and Esau lost the presence of their sons. Они лишаются присутствия своих сыновей. And yet we will sit down in the kingdom with Isaac. И вот мы сядем, и Исаак все равно попадет в Царство Небесное. Okay, what lessons do we learn from the family of Isaac? Какой урок мы можем извлечь из семьи Исаака? Okay, our time is almost up, so I'm going to just run through this real quick. Я очень быстро подведу итог, потому что наше время уже истекло. The family of Jacob. Семья Иакова. Okay, Laban is his father-in-law. Леви — это его зять. Excuse me, he is the one that Joseph, I'm getting them mixed now, that Jacob works for and gets his wife Leah and Rachel. I still don't see how he didn't know that Leah was not Rachel when they had the night of the wedding. I never figured that one out. Я говорю, не знаю, как он мог не перепутать Рахиль и Лею в эту ночь, когда они поженились. They probably were the same shape. Они были в одной лодке. And she probably kept her mouth shut. I don't know. They had a good morning too, probably. They might have been drinking a lot of alcohol too. Yeah, you're right. На трезву голову навряд чи перепутав би точно. Мабуть, трохи приложився. Празднував. How would you like to be married but not loved? Как вы можете выйти замуж, но не любить? Leah wanted his love so bad. Дуже сильно Я хотіла поняла. любити. Да, я поняла, да. Она очень сильно хотела Щоб любить її его. любили, щоб її любили. And the name of her children and what they mean. И имена ее детей, что они значили? Кого Лии? Now, show. Во-первых, вот сын Раубен. Нет, это смотри сын. Это первый, да? First means Luke's son. Вот Раубен. Yeah. Во-вторых, кто там был? Иуда, да? One means now my husband will love me. А первое означало, Шимон. сейчас мой муж любит меня. Там смотри сын, буквально. Okay, I thought I had that in here. One of the names means now my husband will love me. Одно из них, значит, сейчас меня любит мой муж. Okay, and she had to buy a night with mandrakes, a night with her husband. Leah had to buy a night, spend a night with Провела ночь Jacob. с Иаковом. Rachel ruled the roost. И тогда Рахиль
знала, ну, короче, она знала, типа, что делаешь. And even when going back home, when he divided the families up, Leah was in front of Rachel. И когда она вернулась домой, тогда Лия была напротив нее, просто стояла. Oh, and our time is up, and there's just so much in this story. Все, наше время закончилось, но так еще много интересного в этой истории. So what kind of father do you think Jacob was? Каким отцом думаете, был Иаков? Joseph is shown favoritism, causing him to go down into Egypt. И девочка дочь. Иосиф показывал, что у него было особое отношение к какому-нибудь из сыновей, and said that he was the father of a lot of children. Не, но он полюбил Йосефа, почему Иосифа? Потому что это был первый сын Рахиль, любимой его жены, к тому же первенец, долгожданный. И поэтому он... The 12 tribes of Israel. 12 попали в Израиль. Okay, we didn't even get to the family of Moses. Мы не дошли до семьи Or the family of Samson. Самсона. Oh, Samson gives me a lot of hope. Самсон дал мне так много надежды. In Hebrews 11:32, we find him in heaven. Мы в Евреям 22 главе мы видим его, что он есть, будет на небесах. If I had made a list of people in the Old Testament that would be saved, Если я перечислю людей, которые будут спасены из Ветхого Завета, Samson would not have been one of them. он бы не был там, Самсон. But yet he is. Но он здесь. Gives me a lot of hope. Он возложил надежду на меня. Okay, and we also Eli and Samuel and the family of Saul, family of David, Давида, семья. and the makeup of God's family. Саула и семья. Okay, the lesson is yours. Tomorrow is a test. Завтра тест. Bring your memory work. Урок ваш. Завтра тест. Приносите свои работы. Bring your memory work in your head. В ваших головах, то есть он говорит, запоминайте стихи, хорошо. Bring your notebooks. Приносите свои... I've actually had a student that forgot his notebook and his open notebook test. Приносите свои тетради, записи. Lydia, thank you for coming. Людмила, спасибо, что приходите, приходили. And you make so and you talk a lot. Вы много говорите. Вы так много говорите. Thank you. Спасибо. Спасибо.